Авиация. Тема интересная многим людям, в их числом вхожу и я. Безусловно, копаться в документациях для того, чтобы понять, как эти железки запускать, очень круто. Но спустя время мне захотелось больше динамики и, знаете, чего-то необычного. И кажется, я нашел что-то интересное. Пока она скачивается, сразу же перейдем к большому плюсу этой игры – системные требования. Игра весит жалкие 4 гигабайта. Это даже рядом не стоит с тем, сколько весит Arma, Ace Combat, War Thunder или DKS. Самое интересное, что за это мы получаем довольно большую карту и несколько летательных аппаратов. Собственно, к ним и перейдем. На данный момент в игре есть один вертолет и 7 самолетов, из которых 2 ударных, 1 истребитель, 1 многоцелевой, 1 самолет рэп, 1 тяжелый бомбардировщик и 1 грузовой. В принципе, все, что нужно про них знать, это то, что у каждого самолета своя цена. И также вам нужно отдельно платить за вылет. Есть система уровней. Если ваш уровень совпадает с уровнем самолета, вы можете взять его бесплатно, но только в том случае, если вы не можете его себе позволить. По физике это вам не ДКС, но не Ace Combat, ближе к физике War Thunder. Здесь очень круто реализовали систему повреждений, и при попадании у самолета отлетают некоторые части. Количество зависит от самолета и может доходить вплоть до 50. Вооружения тут очень много, начиная с простых бомб и нар, заканчивая ядерными зарядами. Нужны они, чтобы уничтожать стратегические цели по типу заводов, баз, авианосцев. Но не все так просто. Мало того, что вам мешают боты или игроки на самолетах, так еще и карта просто утыкана ПВО. Если вам все же удастся пустить вашу крылатую ракету до того, как вас аннигилируют, еще не факт, что она долетит. Практически всем или все снаряды в игре можно уничтожить. На авианосцах для этих целей стоят целые комплексы. Масло в огонь подливает вот этот урод. Сам по себе особой опасности для вас он не предоставляет. Но если вы играете против грамотных противников, это станет огромной проблемой. Пока он вас облучает, у вас или перестают, или очень плохо работают некоторые системы самолета. И если вражеский истребитель пустит по вам ракету, они вы узнаете за 2 километра, что чаще всего является фатальным. По большей части игра держится на PvP серверах, хотя тут есть что-то по типу сюжетных миссий, но их не так много. Сразу скажу, все любители джойстиков могут убрать их в дальний угол. Здесь, как и в Тундре, я лично предпочитаю клавомышь, и это достаточно играбельно. Хотя, если вы истинный ценитель, спокойно цепляйте что хотите. В целом, настроек тут не так много, как в той же Тундре, и за банальное прохождение обучения вы спокойно разберетесь. Единственное, придется подергать вот эти ползунки, дабы найти свой идеал. Интересный факт, в игре есть форкшопы, вы можете скачать как пользовательские миссии, так и кастомный камуфляж. Ну вот и все. Всем пока. Ще направо.